Знания ниоткуда. Ясно читать данные из поля информации могут только очень немногие уникальные личности. Большинство людей получают лишь отголоски этих данных в форме мимолетных предчувствий и неясных знаний. Люди, занимающиеся наукой и творчеством, получают озарения после долгих дней или лет раздумий. Новое открыть трудно потому, что частота мысленного излучения, сколько ни думай, легче всего настраивается на уже реализованные секторы пространства вариантов. Принципиально новое лежит всегда в нереализованных секторах. Но как на них настраиваться? Пока нам не дано это знать. Когда поиск нового решения в реализованных секторах не дает результата, подсознание каким-то случайным образом выходит на нереализованный сектор. Такие данные не облечены в форму привычных символьных интерпретаций, поэтому сознание воспринимает их как смутную и неясную информацию. Если мозгу удается ухватить суть этой информации, возникает озарение и ясное понимание. В механизмах работы сознания и подсознания много неясностей и противоречий. Мы не будем поднимать все эти проблемы, а рассмотрим только отдельные аспекты. Чтобы не путаться в терминологии и семантике, обозначим для простоты все, что связано с сознанием, как разум, а с подсознанием как душу. Если бы разум понимал все, что ему хочет поведать душа, человечество получило бы прямой доступ к полю информации. Трудно представить, каких высот достигла бы наша цивилизация в таком случае. Но разум не только не умеет слушать, но и не хочет. Внимание человека постоянно занято либо объектами внешнего мира, либо внутренними размышлениями и переживаниями. Внутренний монолог почти никогда не прекращается и находится под контролем разума. А тот не слушает слабые сигналы души и авторитарно твердит свое. Когда разум думает, он оперирует категориями, которыми обозначил свойства видимых объектов в реализованных секторах. Другими словами, он мыслит с помощью устоявшихся обозначений, символов, слов, понятий, схем, правил и так далее. Любую информацию он пытается разложить по полочкам подходящих обозначений. Обозначения даны всему, что есть в окружающем мире. Небо голубое, вода мокрая, птицы летают, тигры опасны, зимой холодно и так далее. Если информация, полученная из нереализованного сектора, еще не имеет разумных обозначений, разум воспринимает ее как некое непонятное знание. Если удается ввести новые обозначения для этого знания или объяснить его в рамках старых обозначений, рождается открытие. Принципиально новому знанию всегда очень трудно подобрать обозначение. Представьте себе человека, впервые услышавшего музыку. Музыка – это тоже информация в форме звуков. Когда разум получает эту информацию, он знает, но не понимает. У него пока нет обозначения. Понимание появляется потом, когда человек слышит музыку многократно и ему демонстрируют все обозначения и объекты – музыканты, инструменты, ноты, песни. Но когда разум услышал музыку впервые, для него это было совершенно реальным знанием и в то же время непостижимой тайной. Попробуйте объяснить маленькому ребенку такое определение – молоко белое. Ребенок еще только начинает использовать абстрактные категории, поэтому он задаст кучу вопросов. Но что такое молоко, ему понятно. А что значит белое? Это цвет. А что такое цвет? Это такое свойство предметов. А что такое свойство? А предмет? И так до бесконечности. Легче не объяснять, а показать предметы разных цветов. Тогда разум ребенка обозначит то, чем различаются предметы в виде абстрактной категории цвета. Вот так он дает определение и обозначение всему, что его окружает, а потом мыслит, используя эти определения. Душа, в отличие от разума, не пользуется обозначениями. Как она может объяснить ему, что молоко белое? С тех пор, как разум начал мыслить с помощью абстрактных категорий, связь между ним и душой постепенно атрофировалась. Душа не использует эти категории. Она не думает и не говорит, а чувствует или знает. Она не может выразить словами и символами то, что знает. Поэтому разум не может договориться с душой.
Допустим, душа настроилась на нереализованный сектор и узнала то, чего еще нет в материальном мире. Как она может донести эту информацию до разума? К тому же разум постоянно занят своей болтовней. Он считает, что все можно разумно объяснить и постоянно контролирует над всей информацией. От души поступают лишь смутные сигналы, которые разум не всегда может определить с помощью своих категорий. Неясные чувства и знания души тонут в громогласных мыслях. Когда контроль разума дает слабину, к сознанию прорываются интуитивные чувства и знания. Это проявляется как смутное предчувствие, которое еще называют внутренним голосом. Разум отвлекся, и в этот момент вы ощутили чувство или знание души. Это и есть шелест утренних звезд, голос без слов, раздумье без мыслей, звук без громкости. Вы что-то понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуитивно. Каждый когда-нибудь испытывал на себе, что такое интуиция. Например, вы чувствуете, что кто-то сейчас должен прийти, или что-то должно случиться, или о чем-то просто знаете без объяснений. Разум постоянно занят генерацией мыслей. Голос души буквально заглушается этой мыслемешалкой, поэтому интуитивные знания труднодоступны. Если остановить бег мыслей и просто созерцать пустоту, можно услышать шелест утренних звезд, внутренний голос без слов. Душа может найти ответы на многие вопросы, если прислушаться к ее голосу. Научить душу целенаправленно настраиваться на нереализованные секторы, а разум заставить слушать то, что хочет поведать душа, достаточно трудно. Давайте начнем с малого. У души есть два достаточно ясных чувства – душевный комфорт и дискомфорт. Разум имеет обозначение для этих чувств. Мне хорошо и мне плохо, я уверен и я беспокоюсь, мне нравится и мне не нравится. В жизни на каждом шагу приходится принимать решения, делать то или другое. Материальная реализация перемещается в пространстве вариантов, в результате чего получается то, что мы называем своей жизнью. В зависимости от наших мыслей и действий реализуются те или иные секторы. Душа имеет доступ к полю информации. Каким-то образом она видит то, что лежит впереди, в еще не реализованных, но надвигающихся секторах. Если она настроилась на пока не реализованный сектор, она знает, что ее там ждет, приятное или неприятное. Эти чувства души разум воспринимает как смутные ощущения душевного комфорта или дискомфорта. Душа очень часто знает, что ее ждет, и она слабым голосом пытается заявить об этом разуму. Однако он ее почти не слышит или не придает значения смутным предчувствиям. Разум захвачен маятниками, слишком озабочен решением проблем и убежден в разумности своих действий. Он принимает волевые решения, руководствуясь логическими пассажами и здравым смыслом. Однако хорошо известно, что разумные рассуждения вовсе не гарантируют верное решение. Душа, в отличие от разума, не думает, она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Как часто люди поздно спохватываются, ведь я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Задача состоит в том, чтобы научиться определять, что говорит душа разуму в момент принятия решения. Сделать это не так уж сложно. Необходимо всего лишь наказать своему смотрителю, чтобы он обращал внимание на состояние комфорта души. Вот вы принимаете какое-то решение. Ваш разум всецело захвачен маятником или поглощен решением задачи. Для того, чтобы услышать шелест утренних звезд, достаточно просто вовремя вспомнить, что вам надо обратить внимание на ваше душевное состояние. Это настолько тривиально, что даже не интересно. Но это так. Проблема лишь в том, чтобы обратить внимание на свои чувства. Люди больше склонны доверять разумным доводам, чем своим чувствам. Поэтому люди разучились обращать внимание на состояние душевного комфорта. Вот вы проигрываете в уме один из вариантов решения. Разум в этот момент руководствуется не чувствами, а здравыми рассуждениями. Он вообще не склонен в такой момент воспринимать любые чувства. Если вам удалось вспомнить, обратите внимание, что вы чувствуете. Вас что-то настораживает, беспокоит, внушает опасения или не нравится. Вот вы приняли решение.
Прикажите разуму на мгновение замолкнуть и спросите себя, хорошо вам или плохо. Теперь склонитесь к другому варианту решения и снова спросите себя, хорошо вам или плохо. Если у вас нет однозначного ощущения, значит ваш разум еще очень плохо слышит. Пусть ваш смотритель почаще заставляет вас обращать внимание на состояние вашего душевного комфорта. Но может быть, что и сам ответ на ваш вопрос неоднозначен. В таком случае нельзя полагаться на столь неопределенные данные. Остается действовать так, как подсказывает разум. Или же упростить вопрос. Если удалось получить однозначный ответ «да», «мне хорошо» или «нет», «мне плохо», значит вы услышали шелест утренних звезд. Теперь вы знаете ответ. Это не означает, что вы поступите в соответствии с велениями души. Мы не всегда вольны в своих поступках, но по крайней